Каких только симуляторов сейчас нет. Данный жанр перестал быть только про фермы или стройки. Можно примерить на себя самые неожиданные профессии и занятия. Что-то более привычное, а что-то невозможное. Это уже третья часть, где мы еще раз поговорим об интересных игровых симуляторах. Всем здрасте, с вами Настя. Приятного просмотра. Corner Shop Night Shift. Возьми на себя роль работника круглосуточного магазина Адама Каллахана, который пытается начать жизнь с чистого листа. Каждая ночная смена превращается не только в обычную работу, но и в столкновение с мистическими событиями, странными покупателями и собственными воспоминаниями, которые постепенно складываются в сюжет. Здесь привычные обязанности постепенно переплетаются с элементами хоррора. Ты принимаешь поставки, пополняешь полки, сканируешь товары, обслуживаешь покупателей и убираешь магазин, следя за временем, деньгами и состоянием героя. Постепенно можно улучшать магазин, устанавливая камеры, сигнализацию и более надежные замки, чтобы лучше справляться с угрозами. Сюжетный режим рассчитан примерно на 15 часов и предлагает 4 разные концовки, которые зависят от твоих решений. Кроме него есть бесконечный режим, где основной упор сделан на развитие магазина с постоянными элементами хоррора. Интересный факт. Авторы вдохновлялись реальными историями работников круглосуточных магазинов. Самые напряженные моменты возникают не из-за скримеров, а из-за ощущения, что обычная работа постепенно превращается в кошмар из-за усталости. А концовки специально оставили открытыми, чтобы игрок сам додумывал детали. Alien Morgue. Стань патологоанатомом в научном фантастическом мире, где вместо людей на твой стол попадают представители самых разных инопланетных рас. Каждое новое дело начинается с осмотра тела, поиска особых примет и изучения повреждений, чтобы выяснить истинную причину кончины. Здесь приходится внимательно анализировать улики и пользоваться базой данных с информацией о десятках различных рас. От личности жертвы зависят дальнейшие процедуры, а после расследования можно решить, как поступить с телом и личными вещами. Можно строго соблюдать протоколы или учитывать завещания, выполнять требования властей или помочь семье погибшего. Все решения влияют на развитие истории и приводят к разным вариантам концовок. При этом ошибки тоже имеют значение, ведь за свою работу ты получаешь деньги, необходимые для оплаты криокапсулы любимого человека. Именно поэтому каждое расследование заставляет внимательно взвешивать свои действия и искать баланс между долгом, законом и личными убеждениями. Интересный факт. Автор проекта Артем, Burgum Games, специально отказался от таймеров. Вскрытие можно проводить в своем темпе, а напряжение создают моральные выборы. В ранней концепции игра была ближе к обычному симулятору вскрытий, однако позже автор решил сделать упор на детективную составляющую. Rangers Path National Park Simulator. Начни карьеру рейнджера в Большом национальном парке Фермонт. Здесь тебе предстоит не только любоваться живописным видом, но и выполнять прямые обязанности и ликвидировать последствия происшествий. Расчищай завалы на туристических маршрутах, ремонтируй указатели, ухаживай за растениями, перевози материалы между различными участками парка и следи за состоянием природы. Одновременно нужно помогать посетителям, проверять разрешения, реагировать на чрезвычайные ситуации, искать пропавших туристов и пресекать нарушения, включая браконьерство, вандализм и незаконные полеты дронов. Здесь также много других интересных занятий. Можно фотографировать животных и растения, постепенно пополняя собственный каталог флоры и фауны. В парке обитает более 10 видов животных с различными подвидами, а смена времени суток и погодных условий делает каждую рабочую смену немного иной. За успешное выполнение обязанностей повышается рейтинг парка. Открываются новые задания, транспорт и оборудование. Интересный факт. Разработчики рассказывали, что Фермонт не копирует какой-то один реальный парк, а вдохновлен другими природными заповедниками, от Йеллоустоуна до Йосемити. И если внимательно наблюдать за природой, разные виды животных предпочитают собственные биомы и время суток. Поэтому ради фото придется их выслеживать. Strange Seed. Необычная игра об эволюции, вдохновленная режимом создания существ и спор, но с гораздо большим акцентом на свободу экспериментов. Ты начинаешь игру как маленькая живая капля, странное семя, способное поглощать ДНК любых существ, которых победишь. Получая новую ДНК, ты открываешь различные части тела: головы, лапы, крылья, хвосты, панцири и другие органы. Каждая деталь влияет не только на внешний вид, но и на характеристики персонажа: скорость передвижения, силу, способы атаки и преодоление препятствий. Мир игры состоит из множества разнообразных биомов, густых лесов, пляжей, городских руин, вулканов, пещер и других необычных локаций. Некоторые места доступны только существам определенного размера или тем, кто умеет летать, плавать, карабкаться или быстро бегать. Поэтому изменение собственной формы становится важной частью исследования окружения. Помимо обычных животных встречаются опасные боссы, для победы над которыми необходимо подобрать подходящую комбинацию частей тела и способностей. Интересный факт. Благодаря более чем 40 существам и 7 слотам
сам для частей тела, игрок может создать свыше 10 миллионов различных комбинаций организмов, поэтому вероятность встретить двух одинаковых существ крайне мала. Вторым главным источником вдохновения, помимо спор, стала EVO Search for Eden SNES. Культовая, но почти забытая игра об эволюции. Way of the Hunter 2. Реалистичный симулятор охоты с открытым миром, предлагающий исследовать обширные территории Северной Америки и Африки. Тебе предстоит выслеживать десятки видов животных, от кроликов и индейок до лосей, бизонов, львов, бегемотов, африканских буйволов и низких крокодилов, используя различное охотничье снаряжение. Помимо свободного исследования, игра предлагает сюжетные задания в двух больших регионах. В канадской Ловой Лаврентии ты исследуешь загадочное поведение местных лосей вместе с опытной дрессировщицей собак. А в африканском заказнике Килимайя будешь помогать сафари-компании и выполнять разнообразные охотничьи миссии. Главная фишка игры – реализм. Верная охотничья собака помогает находить добычу по кровяному следу и учится по ходу прохождения. Улучшенная баллистическая камера подробно показывает траекторию пули, скорость, угол попадания и нанесенные повреждения, позволяя анализировать каждый выстрел. Между вылазками можно посещать собственный охотничий домик, выставлять трофеи и открывать новые улучшения, включая различные оптические прицелы, тепловизоры и так далее. Интересный факт. За 3 года поддержки первой части накопилось столько идей, что реализовать их в старой архитектуре стало невозможно. Именно поэтому игру полностью перенесли на Unreal Engine 5, фактически начав разработку с нуля. Создатели полностью переработали экосистему, чтобы популяции животных менялись естественным образом, а решения игрока постепенно влияли на окружающий мир. Знаешь еще какие-нибудь интересные симуляторы и готов порекомендовать остальным? То обязательно пиши в комментариях. Если захотелось во что-то поиграть, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.